Вся жизнь отца Габриэля была посвящена служению людям и их проводам в последний путь. Но в тот день, когда он прощался с Маргарет Эллис, тихой и скромной прихожанкой, случилось нечто, что привело к неожиданному повороту событий. Его решение вмешаться спасло жизнь и обнажило страшную правду, которая разрушила семьи и навсегда изменила их судьбы. Когда отец Габриэль стоял у алтаря, вознося молитвы, его взгляд случайно скользнул по открытому гробу. Ему показалось, что палец Маргарет пошевелился. Священник моргнул, списывая это на игру света. Но его разум не давал покоя, движение повторилось. Это была не ошибка и не фантазия, ее глаза едва заметно дернулись, а на запястье бился слабый, но ощутимый пульс. Пока гости в растерянности следили за происходящим, отец Габриэль немедленно вызвал скорую, и через считанные минуты Маргарет уже доставили в больницу. Полицейские, прибывшие сразу после скорой, также были шокированы случившимся. Однако это было только начало. По мере того, как отец Габриэль пытался осмыслить странные события, его подозрения росли. Почему никто из близких не заметил признаков жизни у Маргарет? Ее дочь Клэр казалась искренне потрясенной, но сын Эдвард проявлял сдержанность и холодное спокойствие. Могло ли это быть просто невнимательностью или за этим крылось нечто более зловещее? Надо было действовать. Отец Габриэль обратился к своей знакомой, Гвен Барри, которая работала в больнице, где лежала Маргарет. Она помогла ему получить доступ к ее медицинской карте, и священник, заручившись помощью опытной медсестры, обнаружил серьезные несоответствия. Дозировки сердечных препаратов были не только странными, но и опасными для ее состояния. Казалось, кто-то умышленно назначил такие лекарства, которые могли привести к остановке сердца. Священник вернулся домой, но мысли о Маргарет не оставляли его в покое. Вскоре он решил навестить ее дом, теперь пустой и опечатанный полицейскими. В уютной гостиной отец Габриэль обнаружил дневник, скрытый среди вещей. Переворачивая страницы, он узнавал о переживаниях Маргарет, ее страхах и подозрениях. Оказалось, ее сын Эдвард вернулся домой за несколько месяцев до ее смерти и сразу стал вести себя агрессивно, требуя крупную сумму денег. Когда она отказала, он прибег к насилию и даже угрозам. Каждая страница этого дневника была заполнена болью и отчаянием, но больше всего Маргарет боялась за свою дочь Клэр, которая, как казалось, становилась его следующей жертвой. Последние записи словно предсказывали ее попытку избавиться от Эдварда, но, возможно, он решил избавиться от нее первым. Эти записи стали ключевыми доказательствами в расследовании. Отец Габриэль немедленно передал дневник полиции, и вскоре следователи собрали достаточно улик для ареста Эдварда. Под тяжестью доказательств и давлением правосудия он не устоял и был осужден за покушение на убийство собственной матери. Спасенная Маргарет, теперь под наблюдением врачей, постепенно возвращалась к жизни. Ее дочь Клэр, наконец, избавилась от страха, который тенью нависал над ее жизнью, и обрела родных, с которыми Эдвард так долго их разобщал. Прошли годы. Маргарет ушла из жизни второй раз, но на этот раз ее прощание было пронизано не печалью, а светлой памятью. Цветы, покрывавшие гроб, символизировали ее силу и стойкость. Клэр, уже ставшая уверенной в себе женщиной, была окружена поддержкой семьи. Солнце пробилось сквозь тучи, озаряя ее лицо, как знак мира, которого она, наконец, достигла. Эта история напоминает нам о том, что зло порой скрывается ближе, чем мы можем представить, и о том, как важно слушать свое сердце и идти на риск ради тех, кто нуждается в нашей помощи. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.